Я всех приветствую! Вы на канале Школы Вязания с Катериной Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем домашние тапочки спицами. Значит, вот такие следочки вяжутся с плотного полотна. Получается поплотнее, чем вязаные носки. Вот прямо реально как домашние тапочки. Бесшовные, видите? Нигде смущающих швов у вас нету. Вот здесь будут закрываться петельки вместе. Значит, тоже без шва. Вот так. Значит, вот так начинается полотно от пальчиков по кругу, довязывается до вот этого момента, и затем все то же самое идет поворотными рядами. Одновременно с этим моментом выполняется убавка вот на подошве. То есть у нас красивая получается анатомическая подошва, в которой будет очень удобно ходить по дому. Значит, такие тапочки я даю 3 размеров. Это 36 размер. Разница у нас будет только вот здесь. Фактически от начала вот этот момент будет для всех одинаковых размер. Вот здесь вы будете вязать длиннее. В процессе вязания все в сантиметрах вам напишу. А вот эта часть для всех размеров тоже одинаковая. То есть по центру больше рядов для большого размера будет. Для вязания нам потребуется пряжа Нака Супер Инти. Значит, здесь у меня 25% шерсть, 75 премиум акрил. 100 грамм 260 метров, но вязать я буду нитью в 2 сложения, так как ниточка тонкая. Она очень хорошо для носочков, но так как я хочу следок такой немножко плотнее, я беру ниточку в 2 сложения, поэтому и спицы беру крупные. 4,5 мм спицы обязательно берем на леске. Также нужно будет нам игла для закрытия петель и маркер. Значит, ниточка в 2 сложения. Один с внешней стороны, второй с внутренней стороны моточка. Оставляю небольшой хвостик, так как нужно набрать нам всего-то 10 петель. Беру я спицу и вот так набрасываю нить на спицу, видите. Теперь у меня сверху ниточка от моточка, а снизу короткий конец нити. Верхней нитью обхватить нижнюю спицу. Получила по 1 петле. Нижней нитью обхватить верхнюю спицу, верхней нитью обхватить нижнюю спицу по 2 петли. И так и чередую. 1, 2, 3 петли, по 4, так, по 5, 6, 7, 8 и еще 2, 9 и 10. Есть. Теперь ниточки между собой перекрестить, работу повернуть. Значит, снизу 10 петель мы переводим на леску. Все, мы их пока не трогаем. А на верхними 10 петлями будем вязать лицевой гладью 8 рядов. Итак, первая кромка. Мы всегда будем ее снимать, но после такого наборного края сначала провяжем 1 раз лицевой. Каждую следующую петлю я тоже провязываю лицевыми петлями. Вот лицевыми. Первый ряд с лицевой стороны. Вяжу каждую петельку до последней, а последняя будет кромка провязываться изнаночной петлей. Лучше вот так, чтобы было более затянуто. Так, работу поворачиваем. На изнанке первую петлю снять, каждую следующую провязываем изнаночными петлями. Неважно, вяжете вы классикой или бабушкиными, вяжите как вам удобно. Вот я классическими изнаночными провязываю до последней, а всегда кромку провязываю вот так бабушкиной изнаночной, так как она будет получается более тугой. Так мне больше нравится. Работу поворачивайте. Значит, это лицевая гладь. Всего лицевой гладью провязываем 8 рядов. То есть каждый ряд с лицевой стороны это снять петельку и все петли провязать лицевыми до последней петли. Последняя петелька это кромка. Она провязывается изнаночной. Так все ряды с лицевой стороны. Работу повернуть с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Каждую следующую петельку провязывается изнаночной, включая кромку. Значит, 8 рядов лицевой глади провязываем самостоятельно. Значит, вот у нас 8 рядов лицевой глади. В следующем ряду мы будем вот так полностью подбирать петельки с каждой стороны и одновременно выполнять первые наши перекрещения. Вот здесь вот этот ряд. 1 и 2 перекрещения. Так, для перекрещения вы можете взять вот такую дополнительную спицу. Я покажу, как делать из дополнительной спицы и без нее перекрещение петель. Значит, первую петлю снимаем не провязанной,
пока она еще кромка. Дальше перекрестить 2 на 2 с уклоном вправо. С дополнительной спицы это делается так. 2 петельки я снимаю вот на дополнительную спицу и оставляю их сзади за вязанием. Тогда с левой спицы провязываю следующие петельки лицевыми петлями. Возвращаюсь к отложенным петлям, переношу их в другой конец. И провязываю тоже как 2 лицевые. Лицевая 1 и лицевая 2. Значит, это перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Теперь такое же делаем, только с уклоном влево. Снимаю я следующие 2 петли на дополнительную спицу и оставляю их спереди, перед вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. Лицевая 1, лицевая 2. Теперь петельки переносим в другой конец дополнительной спицы и тоже их провязываем как 2 лицевые. 1 и 2. Так, есть. Следующую петельку провязываем изнаночной петлей. Это не конец. Вот здесь у нас 4 кромки. Значит, мы подбираем новые 4 петли по одной петельке из каждой кромки. 1, 2, 3 и 4. Вот так. Вот я подобрала и отправляю к тем петелькам. Дальше с другой стороны, вот здесь те петли, что мы набирали, я переношу их всех на рабочую спицу. Так, провязывать их нужно так: 1 изнаночная, затем перекрещение. Здесь также мы делаем 2 на 2 с уклоном вправо. На дополнительную спицу я снимаю 2 петельки, оставляю их за вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. С дополнительной спицы петельки тоже провязываем как 2 лицевые. 1 и 2. Это перекрещение вправо. Дальше на дополнительную спицу снимаем 2 петельки и оставляем их перед вязанием спереди. С левой спицы провязываем 2 лицевые. Затем петельки с дополнительной спицы также провязываем как 2 лицевые. Это перекрещение с уклоном влево. Так, дальше 1 изнаночная. Так, классикой будем вязать. И с вот этой стороны я тоже должна набрать 4 петельки. Так, давайте с первой кромки набрать петлю 1, со следующей 2, 3 и 4. Затем, так, 4-ю, подождите, не добрала нормально. Вот так, 4. Угу. Есть 4 петельки. Так, затем вот эту первую петлю, та, что была у нас кромка, я ее теперь провязываю изнаночной. Если вы помните, в предыдущем ряду я ее просто сняла не провязанной. Так, то есть следующая у меня кромка, нить перед вязанием, я ее провязываю изнаночной петлей. Все. Теперь здесь ставим маркер. Значит, у нас так, 28 петель на спицах. Чтобы как-то вот это все было понятно, вот эти 2 косы мы вот так разделяем между собой. Вот так я буду делить спицы. 1. Угу. И вот здесь, где перекрещение, тоже вытаскиваю 2. Вот. А здесь начало ряда. То есть вот так я поделила, видите, так лучше, красивее и удобнее будет вязать. Так, значит, вот это я закончила, получается 9-й ряд. Дальше, 10-й ряд мы вяжем теперь по кругу. 10-й ряд начинаем из 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Вот здесь у нас маркер, вот здесь начало ряда. Но поделила я так, как так удобнее. Если на большом брать, то начало ряда вот получается здесь. А поделила я вот так петельки.
вот эти все и с другой стороны, то есть верх и низ нашей работы. Так, значит, 8 лицевых, 4 перевязала. Теперь петельки, которые у нас сейчас на леске, мы переводим на спицу. Вот так. Первые ряды это будет немножко сложнее делать, так как петли еще не растянуты. Вот, есть, на спицу перевела. И петельки, которые у нас на спице, переводим наоборот на леску. Значит, провязываю я теперь с этой спицы. 8 лицевых было, 4 провязали. Дальше 5 лицевая, 6, 7 и 8. Так, следующая петелька будет вязаться всегда изнаночной, то есть это изнаночная гладь, одна изнаночная. Дальше вот эти 4 петли, это будет платочная вязка. В предыдущем ряду они набирались как лицевые, сейчас провязывается изнаночными. 2 изнаночная, 3, 4, 5. Так, и вот здесь петелька. Вот она, друг на друга налезли. Вот эта петелька тоже изнаночной глади. Провязывается изнаночной. Вот. Значит, 6 изнаночных. Дальше снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Есть. Теперь вот эти все петельки перевести нам нужно на спицу. Те, которые мы должны провязать. Есть. А вот эти, которые мы провязали, перевести на леску. Так, 4 лицевых есть. 5, 6, 7, 8. И 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот это 10 ряд. Первый рубчик, который мы получили, это будет 10 ряд, что очень помогает нам считать ряды. Вот это 10 ряд, затем 12, 14, 16, 18 и так дальше. То есть кому это нужно, считать, сколько рядов вы провязали, чтобы вы 2 слитка вязали одинаково. Значит, мы закончили 10 ряд. Мы начинаем вот здесь с каждой стороны платочного узора делать прибавку, пока я не получу свою окружность. Прибавка делается как сверху, так и на подошве. Выглядит это все так. Переснять маркер. Провязываем 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4 на первой спице. Затем перевести петельки с лески на спицу. Вот видите, как уже легко переводится. Все, дальше. Вот, последняя только осталась затянутая. Ну, и это тоже справится. Затем со спицы на леску. И еще 4, 5, 6, 7, 8. После косички нашей 1 изнаночная. И прибавляем петлю. Значит, прибавляю петельку по направлению к петлям платочной вязки, то есть по направлению влево. Для этого правой спицей подхватить ниточку из протяжки, одеть на левую спицу. Обратите внимание, у нас правая стенка находится спереди, а левая сзади. Провязываю лицевой, значит, за заднюю стенку. Это прибавка с уклоном влево. Дальше 4 лицевые. Это 2, 3 и 4. Теперь с другой стороны я делаю прибавку с уклоном вправо. Теперь для этого я уже левой спицей подхватываю ниточку из протяжки. Правая стенка у нас получается сзади, а левая спереди. И провязываю лицевой за переднюю стенку. Это прибавка с уклоном влево. 1 изнаночная, 8 лицевых, из них 4 на вот этой спице, 3 и 4. Затем провязанные петельки мы переносим вот спицы на леску, а те, что нужно провязать, с лески наоборот на спицу. Так, вяжем теперь вот эти все, еще 4 лицевые. Значит, это 5, 6, 7 и 8. 8 лицевых всего. 1 изнаночная, здесь тоже прибавка. Прибавка с уклоном влево. Правой спицей подхватила петельку, одела на левую спицу, провязала лицевой за заднюю стеночку. 4 лицевые. 1, 2, 3,
4. Прибавка с уклоном вправо. Левой спицей подхватила ниточку из протяжки. Вот так. И лицевой провязать за переднюю стенку. Затем еще одна изнаночная петля. Готовый 11 ряд. Вот. Так, в 12 ряду петельки мы провязываем просто платочным узором и по рисунку. Это 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Так, перетаскиваем сразу те, что нам нужно провязать с лески на спицу, а те, что уже провязаны, со спицы на леску. Так, подтянуть немножко, чтобы было удобнее. 5, 6, 7, 8. 8 лицевых. Так, вот эти все изнаночными. И изнаночная гладь, и платочная вязка. Получается 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем. Сначала лучше вот эти перенести на леску, а тогда вот те на спицу. Значит, 4 провязали. Дальше 5, 6, 7, 8. Снова 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Значит, это у нас 12 ряд. Дальше 13 ряд, снова делаем прибавку. Переснять маркер. Так, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Так, переходим на вторую нашу спицу. 5, 6, 7 и 8. Дальше 1 изнаночная. Прибавить петельку с уклоном влево. Правой спицей подхватить ниточку из протяжки, одеть на левую спицу, провязать лицевой за заднюю стенку. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Видите, платочным узором вяжется все новые петельки, поэтому каждые 2 ряда будет на 2 петельки здесь больше. Прибавка с уклоном вправо. Подхватить левой спицей, провязать лицевой за переднюю стеночку. Затем изнаночная. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Так, мы должны все то же самое повторить на другую сторону. Вот эти петельки на леску, а вот эти перенести на спицу. Довязываем 5, 6, 7 и 8. Изнаночная. Прибавка с уклоном влево. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5 и 6. Прибавка с уклоном вправо. И 1 изнаночная. Переснять маркер. Значит, провязали 13 ряд. 14 ряд, как четный ряд, вот эти петельки вяжутся уже изнаночными, это просто лицевыми. Так, 14 ряд начинаем. 8 лицевых. 2, 3, 4. Так, переносим провязанные на леску. Те, что нужно провязать на спицу. 5, 6, 7 и 8. Так, а здесь изнаночными. Значит, изнаночными должна провязать 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Повторяем. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. Так, сразу мы меняем петельки. Одни на спице, вторые на леску. Подтягиваем рабочую ниточку. 5, 6, 7, 8. Так, и 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Так, ну, я думаю, с прибавками понятно. Значит, так мы в каждом нечетном ряду делаем 4 прибавки в ряду. Каждый четный ряд провязывается просто по рисунку. Таким образом, пока не получите свою нужную окружность. Я сделала так, чтобы здесь у меня платочным узором было 12 петель. 12 здесь, 12 здесь. Это очень удобно на все женские размеры. Видите, здесь свободно, то есть вот 36 размер. Также 38 и 40 сюда легко по окружности помещается. Если вы пересчитываете на детские размеры, делайте, чтобы было вот здесь платочным узором 10 петель. Одновременно косы. Так, что о косах мы можем знать? Перекрещение у нас в каждом шестом ряду. Вот ряд косички, который мы сделали. Дальше считаем 1, 2, 3, 4, 5. Сверху провязано, то есть следующий шестой ряд. И у нас должно быть следующее перекрещение. Значит, следующий у нас 15 ряд. Маркер переснять. Начинаем с перекрещения. Смотрите, вот эти я сделаю еще с дополнительной спицы, а вот этих покажу, как делать без дополнительной спицы. Значит, на дополнительную спицу я снимаю 2 петли, оставляю их сзади за вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. Петельки с дополнительной спицы перенести в другой конец и провязать также их как 2 лицевые. Вот есть перекрещение с уклоном вправо. Сразу вот эти все петельки переносим на леску, а остальные петельки переношу с лески на спицу. Перекрещение с уклоном влево. На дополнительную спицу снимаю следующие 2 петли, оставляю их перед вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. Тогда петельки с дополнительной спицы провязываем так же, как 2 лицевые. Вот 1 и 2. Это перекрещение с уклоном влево. Вот видите, вправо и влево. Так, дальше 1 изнаночная. И так как это у нас 15-й нечетный ряд, мы делаем прибавки с каждой стороны петель платочного узора. Значит, прибавить петельку с уклоном влево. Здесь у меня получается уже 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затем прибавить петельку с уклоном вправо. Вот, подхватила ее и провязала лицевой за переднюю стенку. Затем 1 изнаночная. И вот это все, вот что от маркера, вы повторяете еще один раз. Значит, перекрещение с уклоном вправо без дополнительной спицы выполняется так. Правую спицу я ввожу во 2 и 3 петельки перед вязанием. Видите, спереди правую спицу вот я ввела в эти 2 петли. Вот так. Все 4 петли сняла со спицы и быстренько подхватила первые 2 петли. Они получились у меня за вязанием. Затем вернуть 3 и 4 петельки. Они получились перед вязанием. Все 4 провязываю лицевыми. Это 2, 3 и 4. Это перекрещение с уклоном вправо. Так, теперь те петли, чтобы провязали, переносим на леску, а те, что нужно провязать, переносим с лески на спицу. И довязываем вторую сторону. У нас перекрещение должно быть с уклоном влево, снова без дополнительных спиц. Как выполняется? Значит, вот первые 2, мы их пропускаем. Но спицу теперь за вязанием я ввожу в 3 и в 4 петельки. Вот. 3 и 4 петельки. Вот так, видите? Теперь снова снимаю 4 петли. Подхватываю первые 2. Они получаются у меня теперь перед вязанием. И возвращаю следующие 2. Они получаются за вязанием. Все 4 провязываем лицевыми. Значит, 1, 2, 3 и 4. Вот перекрещение снова влево. Дальше 1 изнаночная, прибавила петлю. Получили прибавку с уклоном влево. Дальше 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И прибавка с уклоном вправо. Левой спицей подхватываю теперь ниточку и провязываю лицевой за переднюю стенку. Плюс 1 изнаночная. Значит, это у нас был 15 ряд, где мы делали и прибавки, и косички. Так, следующий ряд.
16 вяжем по рисунку, то есть 8 лицевых, вот лицевые 4, переносим петельки, 5 лицевая, 6, 7, 8, затем 1 изнаночная, это та, что изнаночной гладью, и остальные 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и следующая та, что изнаночной гладью, 12. Так и повторяете 8 лицевых, 12 изнаночных самостоятельно. Так, дальше в 17 ряду мы делаем последние 4 прибавления. Значит, переснять маркер начинаем из 8 лицевых. Это 3, 4. Меняем петельки, те, что провязали на леску, те, что должны провязать на спицу. 5, 6, 7 и 8. 1 изнаночная, прибавка с уклоном влево, 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавка с уклоном вправо. Подхватить левой спицей, провязать лицевой за переднюю стенку. И 1 изнаночная. Вот так. Повторить вот это все еще раз. Значит, вот после последней прибавки у нас на спицах 44 петельки. 44 петельки это как раз вот эта вся окружность. То есть 12 петель платочного узора здесь, 12 там, косичка, косичка по 8 петель и по 1 изнаночной с каждой стороны каждой косички. Так, значит, изнаночная. Следующий у нас должен быть 18 ряд. По рисунку 18 и все остальные ряды не с изнаночной стороны, а четные ряды, да? Вяжем 8 лицевых, 2, 3, 4. Так, теперь переместить провязанные петельки на спицу. Точнее, провязанные на леску, а те, что нужно провязать на спицу. Так, и довязываем. 5, 6, 7 и 8. Здесь 14 изнаночных, то есть это будет те 2, что изнаночной гладью, и еще 12 те, что платочным узором. Всего 14 изнаночных в каждом четном ряду мы будем вязать. Так вот, 13 и 14 есть. Значит, вот это все, это 8 лицевых, 14 изнаночных, вы повторяете с другой стороны. Переснять маркер. Значит, здесь у нас 8 лицевых, это 4. Переношу провязанные петельки на леску, а те, что нужно провязать, обратно на спицу. 5, 6, 7 и 8. Затем 1 изнаночная, а здесь стабильно 12 лицевых. Прибавки, видите, не делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще 1 изнаночная. Повторяйте 8 лицевых, изнаночные, 12 лицевых, изнаночные. Снова четный ряд. Опять вяжем 8 лицевых, 3, 4. Перенести провязанные петельки на леску, а не провязанные на спицу. 5, 6, 7 и 8. И 14 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Снова затем 8 лицевых, 14 изнаночных. Одновременно продолжайте выполнять перекрещение в каждом шестом ряду. Первое перекрещение мы делали в 15 ряду, 15 плюс 6 это 21 ряду, то есть сейчас 21 плюс 6 в 27 ряду и так дальше. Если вы не считаете ряды, то считайте снова. Показываю как. Смотрите перекрещение в предыдущем ряду, вот от него петелька. Затем 1, 2, 3, 4, 5.
5 сверху ряду провязала, следующий 6 ряд перекрещение. Значит, всего у меня сейчас 21 ряд вязания. 2 петли оставляю на дополнительные спицы за вязанием, 2 лицевые провязываю. Можно сразу 2 петельки вот так вернуть обратно и провязать прямо из левой спицы, как 2 лицевые. Есть перекрещение влево. Дальше перенести петельки, которые мы еще не провязали, на спицу, те, что провязали на леску. Сделать перекрещение с уклоном вправо. Значит, на дополнительную спицу снимаем следующие 2 петельки перед вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. Снова петли с дополнительной спицы. Если у вас не острая с двух сторон, то возвращаете обратно или провязывайте прямо с дополнительной спицы. Смотрите, как вам это будет удобнее. Вот и провязываем лицевыми. Есть перекрещение влево. Дальше 1 изнаночная, 12 лицевых. Количество вот это так и не меняется. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это для всех женских размеров. Здесь 12 петелек, если у вас такая же плотность, как у меня. Для детских по 10 петелек. И 1 изнаночная. И это все повторите еще 1 раз. Значит, так мы самостоятельно должны провязать вот это все. Так я показываю. Аж вот сюда. Если по ножке, вот где у нас подъем, начинается, заканчивается где-то посерединке, чтобы закончить вот это все. Значит, просто видите по кругу. Итак, мы должны вязать примерно чуть выше, чем половинка стопы. Длина стопы вот 36 размера у меня 22 сантиметра, а провязываю я 12 сантиметров. Соответственно, для размера 38 вы должны провязать 14 сантиметров, вот так. Для размера 40, соответственно, 16 сантиметров в длину. Если считать, что примерно на 2 сантиметра у нас вот 3 рубчика, то есть 6 рядов, то каждый раз у вас будет вот на 6 рядов больше, по одному перекрещению больше, как раз вот это 6 рядов. Итого у меня провязано 44 ряда, для размера 38 будет, соответственно, 50 рядов от наборного края, и для размера 40 56 рядов, вот так. Дальше мы должны разделить работу, вот так, поделить работу и вязать уже поворотными рядами, продолжая выполнять перекрещение и одновременно выполняя убавки на нашей подошве. Значит, у нас сейчас ряды пойдут, снова, чтобы я не говорила, что дальше получается 45 для одного размера, 51 для второго и 57 для третьего. То будет первый ряд, потому что вот эта вся часть идет одинаково для всех размеров. Так, с первого ряда мы сразу делаем перекрещение и вместе с перекрещением первые убавки на подошве. Так, значит, разделить нам нужно пополам, правильно? Смотрите, вот здесь начало ряда, вот здесь и будет у нас вот этот верхний стопы. А вот здесь будет подошва. То есть вот здесь с каждой стороны будет убавка. Здесь убавки мы не делаем. Соответственно, здесь 12 рядов платочного узора делим пополам. Вот здесь именно мы довязываем, а вот эту часть оставляем уже для следующего ряда. Итак, начинаем первый ряд. Сразу с перекрещениями. Так, перекрещение выполняем с помощью дополнительной спицы. Особенно на поворотах так легче. Значит, 2 петельки за вязанием снять. Следующие 2 провязываю лицевыми. 2 удобнее вернуть. И тоже провязать лицевыми. Так, раз и 2. Есть. Так, дальше петельки мы переносим, значит, на спицу, те, что провязали на леску. Убавка с уклоном влево. Перекрещение, извините, с уклоном влево. 2 снять перед вязанием, с левой спицы провязать 2 лицевые, снятые 2 вернуть обратно и тоже провязать лицевыми. Так, есть. 1 изнаночная. Сейчас мы на подошве.
В этом ряду на подошве с каждой стороны мы убавим 1 петельку. В начале подошвы провязываем 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стенками назад, вернуть обратно на левую спицу, провязать вместе лицевой за заднюю стеночку. Дальше 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. С другой стороны 2 петельки провязываем вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. Вот по 1 петли с подошвы убрали, то есть было здесь 12 петель, теперь будет 10 петель платочного узора. Так, 1 изнаночная. Так, давайте так делаем. Перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Вот меняю петельки так местами, что первые 2 за вязанием. И все провязываю лицевыми. Есть. Так. Перенесли провязанные петельки на леску, а те, что нужно провязать, с лески на спицу. Так, делаем перекрещение с уклоном влево, меняем петельки местами так, что первые 2 у меня теперь перед вязанием. 1 и 2. Так, вот я поменяла местами, все вернула на левую спицу и все провязала лицевыми. Значит, 1, 2, не теряем петли, 3 и 4. Есть перекрещение с уклоном влево. Так, 1 изнаночная. Здесь убавок мы не делаем. Смотрите, здесь постепенно убавления будут, а вот эти края, это становится манжетом нашим. Здесь никаких убавок не нужно. Значит, у нас здесь 6 петелек, так? Мы половинку забираем 6 петелек. Из них 5 провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. 6 будет кромка, провязывается изнаночной петлей. Все, вот здесь теперь у нас начало ряда. Мы работу должны повернуть. Теперь смотрите, вот эта платочная вязка и вот эта платочная вязка сейчас провязаны лицевыми. И дальше с каждой стороны мы будем вязать лицевыми, получив платочный узор. Вот это, так как мы не довязали, они остались изнаночными. Поэтому вот этот кусочек, вот 5 петель будет плюс кромка, каждый раз мы будем вязать изнаночными петлями и все равно получать платочную вязку. Это все очень легко. Так, значит, работу вы просто вот так поворачиваете, чтобы вязать следующий ряд с изнаночной стороны. Так, крайняя петелька становится кромкой, мы ее снимаем не провязанной. Дальше 5 лицевых, это платочная вязка, 3, 4, 5. Плюс 6 лицевая, это та, что здесь изнаночной гладь. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот я эти петельки провязала. Меняю. Так, у нас здесь были косы. После кос тяжело с лески переносить петельки на спицу. Ну, это раз на 6 рядов, так что вот мы легко с этим справляемся. Так, значит, 4 я провязала изнаночных, правильно. 5 изнаночные, 6, 7 и 8. Так, здесь у нас осталось по одной изнаночной глади, это сейчас лицевые, и вот эти 12 было, теперь 10 петель лицевых, то есть всего 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Есть. Дальше 8 изнаночных. 1, так, 2, 3, 4. Так, вторую половинку переношу я петельки на спицу, те, что провязаны на леску. Так, 5 изнаночная, нить перед вязанием. Изнаночными довязываем 5, 6, 7 и 8. Маркер от начала ряда мы снимаем. Вот здесь у нас уже начало ряда. Довязываем, смотрите, 1 лицевая, это та, что изнаночной гладью с лицевой стороны. А вот эти петельки мы их всегда будем вязать изнаночными, тоже платочной вязкой, но изнаночными. 2 петля, 3,
4, 5. И кромку тоже изнаночной. Вот так. Работу поворачиваем. Вот, смотрите, разделили. Так, для удобства, очень удобно нам теперь будет, если мы нашу подошву разделим 2, 4, 6 вот пополам. И вот здесь будем вытаскивать ниточку дальше. Так, следующий ряд. Значит, смотрите, вот эти убавки я буду повторять в каждом 12 ряду. Вот этот ряд перекрещения я сделала и сделала убавку. Следующее перекрещение без убавки, следующее убавка. Перекрещение без убавки, убавка. Вот таким образом будем повторять. Так, значит, дальше вяжем мы с вами. Получается с лицевой стороны третий ряд. Одну петельку снимаем. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, это то, что платочным узором. 6-я изнаночная, та, что изнаночной гладью. Дальше косичка, это 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше 1 изнаночная. Здесь у нас 10 петель лицевыми, так как платочная вязка. 3, 4, 5 в одну сторону. Повернуть, перенести провязанные петельки на спицу, а те, что нужно нам провязать, на леску. 6, 7, 8, 9, 10. 1 изнаночная. Так, 8 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная и 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Кромку вяжем изнаночной петлей. Вот мы провязали третий ряд. Так, работу разворачиваем наизнанку, не вытягивая здесь спицу. Видите, как удобно. Сразу вяжем четвертый ряд. Так, одну петельку снимаем. Так, дальше лицевыми 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Изнаночными 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Лицевыми 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, переходим на вторую нашу сторону. Провязанные петельки отправляются на леску, а те, что нужно провязать, вот на спицу. Продолжаем. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 1 лицевая. Это платочная вязка, вяжется 5 изнаночных. 2, 3, 4 и вот 5. Затем кромка изнаночной петлей. Это четвертый ряд. Смотрите, 5, 6 вы повторяете 3, 4, затем в 7 сделаем перекрещение. Так, вот 5, 6 ряды. Я повторила 3, 4 ряд. Сейчас 7 ряд выполняем снова перекрещение. Помните, перекрещение в каждом 6 ряду сделали в первом, теперь делаем в 7, соответственно. Перекрещения делаются, убавки не делаются. В итоге 7 ряд вяжется так. Первую петлю снять, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, смотрите, как здесь интересно. Получается платочная вязка всегда изнаночными петлями. Перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Меняем петельки так местами, что первые 2 получается у нас за вязанием. Все вернула на левую спицу и провязала 4 петли лицевыми. Есть перекрещение вправо. Перекрещение влево. Меняю петельки местами так, что первые 2 у меня становятся перед вязанием.
Все вернула на левую спицу, провязала лицевыми. Есть перекрещение вправо-влево. Дальше 1 изнаночная. Здесь никаких прибавок не делаем. Провязываем подошву. Сейчас это у нас 10 петель лицевыми. Вот наше разделение по центру подошвы. Переношу я провязанные петельки на спицу, те, что нужно провязать, на леску, наоборот. Так, довязываем, значит, вот все 10 лицевых. Так, 1 изнаночная, с другой стороны перекрещение с уклоном вправо провязываем, поменяли петельки местами так, что первые 2 за вязанием и все провязали лицевыми, и перекрещение влево. Поменяли местами петельки так, что первые 2 теперь перед вязанием, все вернули и провязали также лицевыми петлями. Так, есть 2 перекрещения. Заканчиваем изнаночные, 5 лицевых, 3, 4 и 5, и кромку изнаночной петлей. Так, есть наш 7 ряд. Вот сделали перекрещение. Дальше повторяем 3-4 ряды, то есть по рисунку до следующего перекрещения. Вместе со следующим перекрещением у нас будет здесь снова убавка. Так, вот 12 рядов сейчас у меня уже провязано. Следующий 13 ряд, новые перекрещения, новые убавки. Так, значит, вот это быстренько все перекрещение я провязываю. Кромку снимаем. 6 изнаночных. Это 2, 3, 4, 5, 6. Затем перекрещение с уклоном вправо выполняем. Есть. Дальше перекрещение с уклоном влево выполняем. Дальше 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево, переснять 2 петли, повернув их правыми стенками назад, вернуть обратно, провязать вместе лицевой за заднюю стенку. 6 лицевых, 1, 2, 3. Переносим вот эти петельки на спицу. 4, 5 и 6. И убавка с уклоном вправо. Вот наши петельки, значит, было 10, теперь у нас здесь только 8 петель платочного узора. Довязываем 1 изнаночная, перекрещение с уклоном вправо, перекрещение с уклоном влево, одна изнаночная, 5 лицевых и кромку выполняем изнаночной петлей. Вот так у нас провязался с вами следующий 13 ряд. Так, значит, с 14 ряда мы снова вяжем все по рисунку, только вот здесь у нас уже будет на 2 петельки меньше, правильно? Так, значит, 14 ряд, первую петлю снимаем, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, 8 изнаночных, 2, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, лицевыми здесь 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Одна половинка. Значит, 6, 7, 8, 9, 10. Вторая половинка. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Одна лицевая, 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. Кромку изнаночной петлей. Значит, так будет вязаться 14, 16 и дальше ряды с изнаночной стороны до следующих убавок. С лицевой стороны вяжем петельки по рисунку, кромку снимаем, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5 и 6, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8. 1 изнаночная, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4 на одной стороне. Так, это 5, 6, 7 и 8. 1 изнаночная, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1 изнаночная, 5 лицевых, 3, 4 и 5, и кромку изнаночной петлей. Так, вот так мы провязали 15 ряд. Дальше 16 ряд снова с изнаночной стороны, 17 ряд с лицевой стороны по рисунку, 18 ряд с изнаночной тоже по рисунку. Я здесь вам все пишу, как их вязать. То есть вы вяжете все остальные рядочки по рисунку. Так, следующее перекрещение в 19 ряду. После косички я вяжу изнаночный и остальные лицевыми. То есть здесь перекрещение мы делаем, а убавку пропускаем. Так, с другой стороны вот довязываю лицевыми, 1 изнаночная и новое перекрещение. Так, следующее перекрещение это 25 ряд. До 25 ряда мы вот это все просто вязали по рисунку. То есть как раньше, только на 2 петельки меньше. В 25 ряду я уже вот 6 изнаночных, затем перекрещением вправо-влево сделала. И теперь вот здесь убавка. Значит, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево, переснять 2 петли, поверну правыми стенками назад, провязать вместе лицевой за заднюю стенку. Теперь вяжу 4 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 изнаночная. Вот. Так, заканчиваем 25 ряд по рисунку, то есть выполняем перекрещение, как раньше. Значит, до сих пор мы делали убавку 3 раза в каждом 12 ряду. Дальше со следующим перекрещением мы сделаем следующую убавку. То есть следующая убавка будет у нас уже в 6 ряду. С изнаночной стороны. Следующий это 26 ряд. Все петельки вяжутся по рисунку. Кромку снять 6 лицевых. Дальше 8 изнаночных. Это наши петли косички, их провязываем изнаночными. 7 и вот 8. Так, а здесь у нас уже на 2 петельки снова меньше. Я уже забыла сколько. 2, 4, 6, 8 в итоге лицевых. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 лицевая. Так, здесь петельки не дотянула. И заканчиваем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И кромку тоже изнаночной петлей. Так, это 26 ряд. Есть. Затем 27 ряд с лицевой стороны. Вяжется как? Кромку снимаем. Так, 6 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, затем 1 изнаночная, 8 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 изнаночная, 5 лицевых и кромку изнаночной петлей. Значит, это 27 ряд. 28 вяжется как 26, 29 как вот этот и 30 также как 26. В 31 это следующее перекрещение, будут у нас следующие и убавки. Так, следующий 31 ряд. От 31 ряда здесь осталось уже совсем немножко, я уже все ряды
покажу вам дальше, как вязать, хорошо? Так, значит, 31 ряд с лицевой стороны мы как в прошлом перекрещении делали убавку, так и в этом делаем убавку. Одну петельку снимаем, вяжем 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, перекрещение с уклоном вправо. Меняю петельки 2 на 2, так что первые 2 у меня получаются за вязанием. Все вернуть на левую спицу и все провязать лицевыми петлями. Есть. Перекрещение 2 на 2 влево. Меняю петельки 2 на 2 местами так, что первые 2 у меня находятся перед вязанием. Все вернуть на левую спицу и снова все 4 петли я провязываю лицевыми. Так, вот 4. Так, дальше 1 изнаночная. Убавка влево, переснять 2 петли, повернуть правыми стенками назад, вернуть обратно, провязать вместе лицевой за заднюю стенку, 2 лицевые, так и убавка вправо. Слева направо 2 петельки провязываем вместе лицевой. Видите, всего 4 петли. Значит, 4 петли здесь и 4 вот здесь мы тоже набирали, помните? Поэтому в следующем лицевом ряду мы уберем все вот эти петельки, чтобы вы были до этого готовы. 1 изнаночная. Давайте снова быстренько сделаем перекрещение. Сначала выполняем с уклоном вправо. Меняем петельки местами так, что первые 2 за вязанием. Все провязывается лицевыми. Затем с уклоном влево. Меняем петельки местами так, что первые 2 у нас перед вязанием. Все вернули, все провязали вот лицевыми. 2, 3 и 4. Есть. Так, дальше довязываем 1 изнаночная, 5 лицевых и кромку изнаночной петлей. Это 31 ряд от разделения. Так, следующий 32 ряд у нас с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Дальше 6 провязываем лицевыми. И 6, 8 изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, здесь у нас всего 6 петель на подошве лицевых. Из них 4 платочным узором и 2 изнаночной гладью. Так, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 лицевая, 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5 и вот кромка осталась у меня на леске. Кромку провязываем изнаночной петлей. Значит, это 32 ряд. Работу разворачиваем. 33 ряд. Убираем вот эти все петли. 33 ряд у нас с лицевой стороны. Первую петельку снимаем. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, теперь вот у нас здесь изнаночная и 4 лицевых. Делим по 3 петельки. 3 вместе изнаночной 1, 3 вместе изнаночной 2. Таким образом все петли платочной вязки уберутся и только 2 изнаночных останутся. Значит, я провязываю 3 вместе изнаночной петлей. Вот так. 1. И снова 3 вместе изнаночной петлей. 2. Вот, осталось только 2 изнаночных петельки в итоге. Так, довязываю 8 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная, затем
5 лицевых и кромку изнаночной петлей. Вот такой 33 ряд. Сейчас длина должна быть примерно такая же, вот как длина стопы. Видите, 22 сантиметра. Здесь 22 сантиметра. Теперь с изнаночной стороны я вяжу половинку петель, чтобы затем их закрыть вместе. Значит, 34 ряд провязывается половина петель. Первую снимаем, дальше лицевыми вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, подтянуть петельки. И 1 лицевая. Вот половинку провязано. Провязано 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Всего у меня 32 петли. Вот так я петельки сейчас разделила поровну на 2 спицы. Дальше мы должны отрезать ниточку, оставляя длинный конец нити для сшивания. Ну, не очень-то и длинный. Вот так. Сшивать будем с помощью иглы. Сшивать я тоже буду нитью в 2 сложения, так как фактически я закрываю сейчас вот этот ряд закрытия. Это то же самое, что вы бы провязали один ряд, поэтому нужно такой же плотностью нить. Вот нить у меня в 2 сложения. Так, значит, расположить петельки все вот на 2 спицы друг напротив друга. Значит, у нас вот здесь поддета петелька. С этой стороны, с первой спицы. Значит, я поддеваю 1 петельку и со второй спицы. Вот так. Сшивать я их буду так, как будто сшиваю лицевую гладь. Здесь у нас так и будет, как лицевая гладь. А платочная вязка, видите, здесь у нас получается как изнаночные повернуты. И здесь как изнаночные. Поэтому ряд лицевой глади, им как раз будет продолжение платочной вязки. То есть все полностью петельки я сшиваю как лицевую гладь. Лицевая гладь обычно сшивается так. Первую петлю на первой спице мы продеваем вот как лицевую, то есть слева направо, спереди назад, и снимаем со спицы. Следующую продеваем сзади наперед, справа налево, и оставляем на спице. То есть продели вторую как изнаночную. А на второй спице наоборот. Первую продеваем не вот так, а наоборот, сзади наперед. То есть как изнаночную и снимаем со спицы, а вторую как лицевую, спереди назад или слева направо, и оставляем. Повторяем. Первую продеть как лицевую, снять, вторую как изнаночную и оставить. Это на первой спице. Стягиваем. На второй спице первую продеть как изнаночную, снять, вторую как лицевую и оставить. Стягиваем. На первой спице первую продеть как лицевую, снять, вторую продеваем как изнаночную и оставляем. На второй спице первую продеть как изнаночную, снять, вторую как лицевую и оставляем. Все туго стягиваем. Сейчас вы увидите, какой там шов получится. Так, значит, быстренько я продолжаю. На первой спице и на второй спице. Так, предпоследнюю закрываем, продеваем как лицевую, снимаем последний, продеваем как изнаночную, оставляем на первой спице. На второй, предпоследний, продеваем как изнаночную, снимаем, последний продеваем как лицевую, оставляем. Затем как лицевую продеть вот эту и как изнаночную то, что на второй спице. Так, теперь нам здесь красиво нужно вот так их заправить. Расправить, заправить так, чтобы здесь не было никакого уплотнения. Никто вообще не догадался, что у нас здесь не вяжется, вот видите, платочная вязка и лицевая гладь, а закрывались петельки. Вот. И прячем ниточку.
Так, ниточку тоже научу вас прятать так, чтобы там никто не догадался. Если кто-то захочет распустить, чтобы у него ничего не получилось. Значит, смотрите, ниточка у меня идет вот как шли петельки. Так, здесь у нас шов, поэтому давайте еще на одну дальше. Вот как идет петелька, вот сюда, сюда. Так у нас и ниточка прячется. Раз. Вот, два. Очень люблю на платочном узоре прятать ниточку. Вот попробуйте, найдите. Вот видите? И как будто ниточки нету. Все, наш следочек, наш тапочек готов. Мягкое заокругление получается у нас, то есть нету здесь, как обычно, пришивных острый угол. Видите, здесь все мягко заокруглено. То же самое пальчики. Шикарная просто модель. Очень советую вам. Так, дальше. Всего на эту пару тапочек ушло почти 90 грамм пряжи. Выполняется примерно за 4 часа. Вот такой остаток нити, то есть чуть больше 10 грамм. Вот так следочки выглядят на ножке. Еще раз говорю, очень удобные. Супер просто на осень и на зиму. Они плотные, мы вязали в 2 нити. И красивые. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушин. Вы на канале Школы вязания Наша пряжа. Всем до новых встреч!